Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу вам о том, что нужно делать, если у вас внезапно вдруг лопнул очень дорогостоящий или не очень дорогостоящий бутыль для вина. Вот у меня такая ситуация. Делал вино, о чем я рассказывал в прошлых видео. И у меня внезапно лопнул бутыль. Здесь вот видно трещина. Она не очень, конечно, приятная. Было подтекание вина под бутылем. Я сразу не определил. Уровень вина почти не вмешался. Но поднял его, я увидел, что есть трещина. Бутыль, конечно, по-правильному выбросить и больше с ним не мучаться. Но попытаюсь я все-таки его немножечко реанимировать. Может, какое-то время еще он послужит. Конечно, есть риск, что потом оно донышко отвалится и может все вылиться. Но если не рисковать, то просто выбрасывать. Но попробуем его сделать. Для того, чтобы его заклеить, необходимо взять силикон санитарный, обычный. Желательно брать, конечно, прозрачный. У меня есть белый, потому что остался после прошлого ремонта. Необходим еще растворитель или ацетон для обезжиривания и сухая тряпочка. Приступим к небольшой чистке и ремонту нашего бутыля. Для этого берем бутыль, находим трещину и хорошенько обезжириваем. Стекло вокруг трещины, используя ацетон или растворитель. Это нужно для того, чтобы силикон в дальнейшем хорошо к стеклу прилип. Обезжирив поверхность, вытираем насухо поверхность бутыля и используя силикон в пистолете проводим выдавливание его на поверхность трещины. Он слегка подсох, потому что давно уже им пользовался. О, вот он пошел. Не очень красиво, не эстетично, но здесь эстетика не нужна, потому что будет храниться в погребе, и ему все равно, какой внешний вид. После нанесения силикона на трещину надо взять тряпочку и убрать остатки. При этом с помощью пальца или другого предмета хорошенечко попробовать силикон стереть в образовавшуюся трещину для придания лучшей герметичности бутыля. В принципе, белый цвет еще хорош тем, что в следующий раз, когда я буду пользоваться этим бутылем, я буду видеть, что здесь была трещина, и уделять ему большее внимание. Следить, чтобы трещина не пошла дальше. Вот таким образом. Слой силикона небольшой, около 1/3 миллиметра. Ну, это уже как получится. Нанесся силикон, руки вытираем тряпочкой. Излишки можно также с помощью тряпочки убрать, чтобы был плавный
переход на силикон. Вот так. В принципе, на этом ремонт его закончен. Осталось теперь немножечко подождать, пока он высохнет. И свободно пользоваться. Для производства вина. Вот так с помощью простого силикона можно попробовать восстановить бутыль, который вам очень дорог и который еще некоторое время послужит. Конечно, есть трещины, которые очень большие, там уже ничего не поможет, есть большой риск, что она лопнет полностью. Но в моем случае, если есть небольшая трещина, можно попытаться восстановить его таким образом. Вы были на канале Дело мастера боится. Ставьте свои лайки, замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.